И вот так вот у меня на каждом окне, ну не на каждом, конечно, окне, на нескольких окнах стоят вот такие вот стеллажики. Вот этот стеллажик у меня сделан под фитолампы филипсовские. Они очень у меня тяжелые, но видите, все равно эта конструкция достаточно устойчивая. Крепление, чтобы не упало, видите, да? Ручки у меня алюминиевые, поэтому их не выбьет. Друзья, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. Добрый день, друзья! Сегодня я вам покажу и расскажу, как сделать вот такой вот простой стеллаж для рассады. Мы таким образом увеличиваем площадь в 2 раза. Сложностей для среднестатистического мужчины я не вижу здесь делать. Женщине бесполезно этим заниматься, я думаю. В основе своей у нас используются подручные средства для стеллажей. Тоже делаю из того, что было. А вообще лучше использовать не подоконник для этого, а использовать рядом стоящий стеллаж. Так как от окна у нас очень сильно дует ветерком, и идет тепловое излучение, и за счет чего у нас земля очень сильно охлаждается, особенно ночью, а воздух у нас за счет того, что рядом батареи, сильно сухой. И это одни из самых неблагоприятных условий для выращивания рассады. Отсюда возникает в основе своей черные ножки. Мы просто увеличиваем горизонтальную площадь. В принципе, сложного тут ничего нет. Также можно этот стеллажик использовать и без каких-то ламп. Для его изготовления нам понадобится полипропиленовая труба. Берите 25-ку, 20-ка слишком слабая. Имея мое окно шириной 1400, я делаю стеллаж шириной 350-380 мм. Пару сантиметров даю в запас. Глубину подоконника уменьшаю на пару-тройку сантиметров. Делим эту часть на 2 равные половины. Для того, чтобы она у меня не упала под нагрузкой, или дети, или коты, здесь я вставляю трубочку 20 или 16 полипропиленовую, и тогда она нормально, надежно фиксируется. И ни разу у меня случаев падения никаких не было. Давайте посчитаем просто, сколько нам нужно материалов. Считаем приблизительно количество трубы. Количество трубы у нас будет равняться, которое нам необходимо. Это у нас 1, 2, 3, 4, 5 ширин подоконника. Плюс 1, 2, 3, 4, 5 глубин подоконника. Вот эти вот перемычечки. Вертикальные участки далее мы считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, то есть 4 высоты подоконника. Все на самом деле, мне кажется, просто посчитать. Потом нужно 16 тройничков и 10 отводиков. Плюс, соответственно, вот сюда вот лист. Можно USB использовать, фанеру, старое оргстекло. То же самое, что и монолитный поликарбонат. Разницы в принципе никакой нет. Для того, чтобы четко отмерить трубки, учитывайте вот ширину самих фитингов. Полипропилен намного лучше, чем дерево, так как оно не впитывает никаких запахов, никаких химических веществ, это раз. Во-вторых, там не заведется никакие там клещи там и все подобное. Как я регулирую высоту? Высоту я регулирую очень просто. Вот так вот. То есть саморезами. У меня выставлено их можно более часто, можно более редко. То есть, соответственно, у меня здесь 1, 2, 3, 4, 5 уровней вот этой вот лампы. Можно, конечно же, поднять и выше. Здесь я использовал тросик, стальной тросик. Главное не навернуть все это дело на рассаду, потому что были случаи. Вот таким способом раз, закрепил на саморезике и все. Все. Вот у вас маленькая рассада, она у нас начинает расти, расти и расти. Соответственно, вы получаете больше высоту. Вот на такой высоте 60 сантиметров эффективность светильника любого фита, не фита, если он небольшой мощности, будет равняться практически нулю. Кстати, измерить силу света можно любым приложением на мобильном телефоне. Сила света для рассады должна быть не меньше 10 тысяч люкс. Все, что меньше, это все, что есть, что нет. Поэтому вы можете ее увеличивать путем уменьшения высоты. Высота, еще раз говорю, 10-15 сантиметров. Самая оптимальная для средней мощности светильников. Я буду вот эти вот светильнички менять на линейные светильнички, вот такие вот, 36 ватт. Соответственно, 36 ватт на такой площади будет достаточно. Вот здесь вот у меня отверстие находится для того, чтобы просунуть вот этот вот веревочек. Бум-бум. Делаю я, кстати, также вот здесь ограничители ставил для того, чтобы она ниже не упала на рассаду. Тоже они продаются в магазинах без проблем.
но позже я от них отказался. Здесь обычная синтетическая веревочка, сверху у меня оставалась нержавеющая проволочка, тоненькая, тоже вполне достаточно. У меня вот в этом месте отверстие выполнено, в серединке отверстие и с края отверстие. Здесь по 2 отверстия. Здесь установлены саморезы для регулировки высоты. В принципе, тут сложного ничего нет. Друзья, если вам было полезно мое видео, поставьте лайк, мне будет очень приятно. Кстати, вот эта вот вещь очень особенно на рассаде, прикольная. И украшательство к Новому году. Розеточка на откосе. Рекомендую. Вот таким образом это все дело у меня и устанавливается на месте. Более 2 рядов, видите, здесь никак не получается, потому что если я увеличиваю, уменьшаю нижний, увеличиваю вот этот вот немножко, он попадает у меня на косяк окна. Друзья, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. До свидания.